Всем привет! С каждым новым видео игр для двоих на одном ПК становится меньше. И если вы уже переиграли во множество проектов, но игр по-прежнему недостаточно, то думаю, данное видео окажется полезным как никогда. В нем я поделюсь способом, как запускать и играть в игры на одном экране, в которых есть только сетевой кооператив. В некоторых случаях потребуется два геймпада, а в некоторых клавиатура и геймпад. Все зависит от конкретной игры. По факту, программа запускает два клиента и в автоматическом режиме разделяет управление на указанные устройства ввода, а работоспособность зависит от мощности вашего ПК. Не затягиваю, берите чай, геймпад, а я начинаю. Первым делом переходим по ссылке в описании. Она переадресовывает на сайт, где можно в подробностях ознакомиться с программой. Внизу присутствуют игры, которые поддерживаются софтом. Забегу вперед и скажу, что работают, увы, не все. Нужно проверять каждую в отдельности. Теперь вверху экрана нажимаем клавишу «Загрузить». На сегодня крайняя версия 1.1.3. Лично у меня с ней возникло больше проблем, чем с предпоследней, поэтому рекомендую немного пролистать вниз и установить 1.1.2. Распаковываем архив, заходим в каталог и копируем папку в корневую директорию диска C. Для удобства я также отправляю ярлык на рабочий стол. Запускаем программу и первым делом кликаем по шестеренке в правом верхнем углу. В первой графе меняем язык на русский. И также в данном окне можно изменить горячие клавиши, закрытие программы и пауза. В целом больше можно ничего не трогать. Сохраняем настройки. Теперь нажимаем «Загрузить игровые скрипты». Вверху набираем название игры, кликаем по ней в списке и жмем «Загрузить». Соглашаемся с сообщениями в окошках. И теперь нужно указать путь к .exe файлу игры. В моем случае используется версия из Steam. Кликаем по игре и видим нашу клавиатуру и геймпад или геймпады, которые подключены к ПК. Если они не отображаются, то переподключите и перезапустите программу. Далее нужно выбрать, как именно нужно разделить экран, нажимая по данному полю. Я остановлюсь на горизонтальном разделении. Теперь перетягиваем геймпад и клавиатуру. Если у вас два монитора, то перетягивайте аналогично на каждый из них. Далее нажимаем на стрелку в правом верхнем углу и теперь клавишу play. Ждем минуту-другую и видим, как игра запустилась два окна. Далее в одном из окон создаем локальный сервер, компания, игра с друзьями, новое лобби и производим изменения в типе сервера. Меняем на локальный. Во втором окне подключаемся к игре. После загрузки карты наблюдаем, как все работает. Теперь проверим работоспособность Remnant, в моем случае версии Epic Games. Аналогично скачиваем скрипт, кликаем по игре и видим, что клавиатуры нет в списке. Подключаем второй геймпад, выбираем разделение и запускаем. Аналогично ожидаем несколько минут. При первичном запуске нужно создать нового героя и пройти обучение, потом перезапустить игру. В одном окне выбрать «Играть» открытое. Во втором «Присоединиться» и в появившемся меню обязательно нажмите на «Игры друзей». Теперь подключаемся и наблюдаем, как все работает. Отмечу, что для стабильных 60 кадров одновременно в двух клиентах мне пришлось немного убавить графику. Тут уже все зависит от железа вашего ПК.
Думаю, смысл понятен. Также добавлю, что проверил такую игру как Grim Dawn в версии Steam. Играется хорошо как в режиме клавиатуры с геймпадом, так и при наличии двух геймпадов. Если видео оказалось полезным, можно попробовать составить топ рабочих и проверенных игр с помощью данного софта. Если считаете, что оно нужно, то обязательно напишите в комментариях. Спасибо за просмотр, с вами был АСВ, играйте в отличные игры с друзьями, а мы еще увидимся.